Доброго времени суток. Всем привет. Канал Masters of Body вас приветствует. И тема сегодняшнего выпуска – тренажерный зал, мужчины 40+, начало. Для многих тема начала тренировочного процесса остается по-прежнему актуальной, и особенно она касается, как мы уже сказали, мужчин, которым за 40. Это связано с целым рядом причин, и в первую очередь это причины морально-психологические, вызванные, как правило, накопившимся грузом стереотипов, домыслов, которые в свою очередь привели к опасениям и недоверию. Итак, давайте же разбираться, как начать правильно и не навредить. Если человек по какой-то причине долгое время не занимался спортом, конечно же, необходима консультация врача. Это совсем несложно. Проверить состояние сердца, легких, желудочно-кишечного тракта. Возможно, врач посоветует вам обратить еще на что-то внимание в процессе личного с ним контакта. Многие мужчины занимались ранее другими видами спорта. Это могло быть плавание, единоборство, теннис или футбол. Но по каким-то причинам возникла некая предвзятость к тренажерному залу. Чтобы разобраться в нюансах мужского здоровья, пользе или даже наоборот от тренировок с отягощениями, мы попробуем обратиться к специалисту. Итак, дорогие наши друзья, мы наконец-то добрались в альма-матер здоровья нашего города. Мы находимся в стенах Днепровского государственного медицинского университета, а именно на кафедре физической реабилитации, спортивной медицины и валеологии. И сегодня мы в гостях у ее заведующего, профессора, доктора медицинских наук Ниханевича Олега Борисовича. Здравствуйте. Добрый день. Итак, так как мы решили обратиться к специалисту, у нас, естественно, накопилось несколько вопросов. И первый вопрос: если человек, мужчина, как правило, добившись определенного жизненного положения, пройдя определенный жизненный путь, то есть, естественно, уже возраст 35-45, и вот какие общие характеристики, факторы, которые отображают текущее состояние здоровья именно вот такого вот человека? На сегодняшний день хочу сказать, что на первое место выходят проблемы, связанные с сердечно-сосудистой системой. Вне зависимости, несмотря на то, что системы здравоохранения разных стран выкладывают большое количество финансовых и других ресурсов, к сожалению, смертность от сердечно-сосудистой патологии занимает первое место. Около 50% жизни планеты Земля уходят именно из-за проблем сердечно-сосудистой системы. И как раз подбираясь к 40-летнему возрасту, особенно в Украине, мы сталкиваемся с этой проблемой. На сегодняшний день инфаркт для таких мужчин 40-45 это уже никого не удивляет. Поэтому, конечно же, молодой мужчина, до 45 лет это еще молодой возраст, который все-таки решил начинать занятия физическими упражнениями, к сожалению, но уже к этому времени может иметь багаж сердечно-сосудистой патологии. Вторым по значимости на сегодняшний день является развитие опорно-двигательного аппарата и, в частности, скелетной мускулатуры. Еще 10 лет назад этому фактору уделяли недостаточное внимание. На сегодняшний день количество скелетной массы является основным, главным прогностическим фактором предстоящей жизни на 10 лет. И многие шкалы включают именно количество скелетной массы как прогноз выживания и качества жизни на предстоящие 10 лет. Я понял. А что ты можешь добавить про уровень тестостерона мужчин такого возраста? Об этом именно в бодибилдерской среде ходит много разговоров. То есть, как это влияет, в каком состоянии находится и как это влияет на начало тренировочного процесса. Он улучшается, ухудшается и так далее. То есть, что можешь по этому поводу сказать? Хочу сказать, конечно же, уровень тестостерона это очень такой индивидуальный показатель, но в среднем, в среде мужчин такого возраста, к 40-45 годам, уровень тестостерона начинает снижаться. Это влияет на возможности развития и возможности тренирования прежде всего скелетной мускулатуры. И таким образом, для того, чтобы достичь тех же результатов, как 20 лет назад, нужно прилагать намного больше усилий.
Хорошо, с этим все понятно. То есть предрасположенность, предпосылки, факторы, характеризующие состояние здоровья, в принципе, нам понятны. Следующий вопрос к тебе, именно как к врачу-реабилитологу. Какие наиболее распространенные жалобы у мужчин такого возраста, которые к тебе обращаются? Ну, скажем так, на первом месте это, конечно же, проблемы с опорно-двигательным аппаратом и, в частности, с позвоночником. Это различные процессы, чаще всего это перестроечного характера. Они в медицине получили название дегенеративные заболевания позвоночника, а именно это проблемы, связанные с межпозвоночными дисками, такие как грыжи, протрузии. Конечно же, это номер один. Наиболее часто страдает поясничный отдел позвоночника, на втором месте шейный отдел позвоночника. И это совпадает с общей статистикой, потому что именно в этом возрасте эта патология занимает первое место по количеству дней нетрудоспособности среди населения. На втором месте, конечно же, проблемы, связанные с суставами. Прежде всего, это суставы крупные, которые несут большую нагрузку, такие как коленный сустав, тазобедренный сустав. Это, конечно же, достаточно частое явление. И третье место, конечно же, занимают жалобы, связанные с травмами или же перенапряжениями вследствие нерациональных занятий физическими упражнениями, в том числе и спортом. То есть наши люди получили доступ к фитнес-центрам, начали заниматься большим теннисом, игровыми видами спорта. И это приводит к очень... те виды спорта, которые даже с тренажерным залом не были связаны, но систематически в результате каких-то там нерациональных действий привели к этим жалобам. Да, Правильно я понимаю? да, типовыми здесь являются такие, ну скажем так, стандартные диагнозы. Например, локоть теннисиста, колено прыгуна и так далее. То есть это такие специфические диагнозы, которые связаны с перенапряжением опорно-двигательного аппарата при неправильном, нерациональном построении тренировочных занятий. А вот еще тогда, раз мы заговорили о шейном отделе, хотелось бы маленькое уточнение. Вот ребята, которые даже не дошли до 35, но вот много сидят за компьютером, сейчас у нас хорошо развита IT-сфера. Вот скажи, для них даже в более молодом возрасте характерны такие проблемы, как протрузии шейного отдела или грыжи позвоночника? Или это все-таки ближе к 40? Или у более молодых тоже встречается? Эта проблема сегодняшнего дня стоит, конечно же, ну просто кричащая проблема. С какого возраста? Реально. С молодого возраста, даже в юношеском возрасте, даже до 18 лет. И это связано не столько теперь с профессиональными компьютерными нагрузками, как, допустим, с телефонами, нашими гаджетами, где мы вынуждены для того, чтобы рассмотреть мелкие детали, наклонять, сгибать шею вперед. И сегодня даже введен новый такой термин, как chatting neck, да, ну это в переводе с английского, да, то есть шея того, кто занимается там писанием. И, конечно же, эта проблема дальше трансформируется уже в профессиональную среду. Люди, которые, безусловно, много времени проводят за компьютером, это не только связано с IT-сферой, это любые люди, офисные работники, которые сидят перед компьютером, они имеют характерные проблемы с шейным отделом, которые в итоге влияют на их способность выполнять свой труд. Я понял. Ты так хорошо ответил, что в принципе следующий вопрос как бы рассеялся. То есть можно даже подытожить, что причиной вышеупомянутых проблем можно ли так сказать, что является слабый мышечный корсет? Или какая-то, возможно, еще другая есть причина? Если мы говорим о причинах любого состояния, то мы всегда должны говорить о несоответствии между способностью нашего организма сопротивляться и уровнем тех нагрузок, которые предъявляют. Очень часто мы имеем дело, даже те люди, которые приходят и пытаются там рационально построить свой тренировочный процесс, с такими проблемами, когда, скажем, пациент приходит с обострением и жалуется, как это так, я вас тренируюсь, я там занимаюсь, а тут у меня возникла боль в спине. А мы спрашиваем, а что вы сделали? Он говорит, я там мешок с цементом перенес. А вы в тренировке что делаете? А в тренировке я там 5 килограмм только поднимаю. То есть вот это несоответствие между теми нагрузками, которые используются в тренировочном процессе, и теми нагрузками, которые ожидают человека в быту, является фактором, который вызывает проявление заболевания. Тут я с тобой соглашусь, я с таким много сталкивался. Тренировка, все идет гладко, а в быту, да, мешок цемента. Я даже больше хочу сказать. На сегодняшний день не только величина нагрузки имеет значение, но даже в большей степени имеет значение характер нагрузки. Вот я клинический пример такой инкогнито вам расскажу. Ко мне обратился мастер спорта по тяжелой атлетике,
который для него там, 30-40 килограмм не являются проблемой, да, поднять. Он подкидывал ребенка годовалого весом там, 12-13 килограмм и пришел с колоссальным обострением боли в поясничном отделе. Проблема в том, что он его подкинул и немножко косо его словил. Для него это не характерная, непривычная нагрузка. Без подготовительной части. Да, это не тогда, когда он пришел на занятие, хорошо подготовился, размялся, подошел к снаряду, технически правильно выполнил элемент. Здесь для него незнакомая нагрузка, и он получает обострение. Поэтому вот это является основой для оздоровительного тренинга, что оздоровительный тренинг должен быть максимально скомбинирован для того, чтобы иметь возможность подготовить человека к предстоящим бытовым профессиональным нагрузкам.